Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, ретроградный Уран до 31 декабря 2023 года. Как изменится моя жизнь? Вот давайте у карт проиграем, какие события, как альтернативный вариант, возможно, или какие-то подсказки от карт, именно с учетом ретроградности Урана. Открутите, как будто киноленту, историю своей жизни назад, в прошлое, и период с 22 января по 18 августа. Уран уже находился в знаке зодиака Телец. Вот те события, может быть, плюс-минус пару дней, которые у вас происходили в этот период, скорее всего, в период ретроградности Урана, опять же в Тельце, нам словно могут преподнести какие-то новые варианты решить тот или иной вопрос. Почему? Ретроградный Уран выделяет те темы, где чувствуем, что мы застряли в чем-то. Он побуждает нас приветствовать вот те перемены, которые, возможно, заложились в тот период как раз, или были какие-то предпосылки. Это могло выглядеть как угодно. Это могла быть какая-то ломка шаблона. Это могло быть какое-то внезапное известие, например. Или что-то из ряда вон выходящее. Или просто какие-то вопросы были очень актуальны вот в этот период с 22 января по 18 августа. Может быть, для кого-то это, знаете, как метаморфоза, когда весь мир перевернулся, и мне пришлось менять собственные взгляды. Или это было ваше решение, что все, я оставляю прошлое в прошлом и иду вперед. Вот именно в этот период мы чем-то занимались очень важным, что будет теперь на последующий период формировать наше качество жизни, хотим мы того или нет. Уран хочет, чтобы мы жили с этой новой точки отсчета. Не пытались вернуться назад, нет, а сумели адаптироваться, мои дорогие весы. Конечно, Уран – это планета неожиданности, безусловно. И тут просчитать детально, практически невозможно. Но все же это свобода и какие-то нестандартные действия. Уран учит нас плыть по течению, но не по тому течению, что было в прошлом, а именно основанное на каких-то наших желаниях, не противодействовать, может быть, не противостоять каким-то изменениям извне, а научиться взаимодействовать вот с теми событиями, которые происходят в нашей жизни. А ведь еще у нас и в знаке зодиака Телец Юпитер, и тоже в ретро-движении, и обе эти планеты до конца 2023 года. Какая-то структура, да и наш порядок будет меняться. Давайте узнаем у карт. Разложим карты. И первый вопрос, вот в контексте ретроградного Урана, в знаке зодиака Телец. А Телец – это у нас тот, кто любит стабильность, надежность, какую-то свою территорию, какой-то свой порядок. Вот поэтому свою собственную структуру мы как будто формировать должны. Итак, вот какое будет важное событие, связанное с Ураном для вас, мои дорогие весы? Тройка жезлов. Вот все то, что я сейчас говорила, и про свободу, и про то, что это как наш новый путь, но в другом словно качестве, когда мы не отрицаем те перемены или даже какие-то случайности, которые в нашей жизни происходят, они вовсе не случайны, или еще какую-то данность, изменившийся мир, обстановку вокруг вас, какие-то условия, может быть, меняющийся порядок, в общем, все, что угодно. Мы используем на благо себе, и эта карта, я ее называю 5 минут до старта, когда мы уже четко понимаем, что мы хотим. По тройке жезлов очень здорово в плане того, что мы все контролируем, понимаете, значит, каковы бы ни были перемены, для вас они во благо, с какими-то перспективами, прогрессом, и опять же все под контролем, что может быть лучше. Какой-то проект у вас определенно осуществится. Если вы думаете о переезде, то, скорее всего, правильно думаете. И вполне вероятно, в течение последующих месяцев уходящего 2023 года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, если вы не осуществите даже этот переезд, но вы будете где-то в 5 минутах от старта, это точно. Просто вы, может быть, будете детализировать какую-то тему или то дело, которое вы хотите осуществить. Больше будет возможностей, потому что увидеть альтернативные варианты нас как будто призывает пространство именно в этот отрезок времени. Давайте узнаем, что нового войдет в мою жизнь с ретроградным Ураном для вас, весы.
туз жезлов, какое-то решение. Вполне вероятно, это ведь энергия, очень сильная энергия по тузу жезлов. Это какие-то возможности. Может быть, вы уже знаете четко, чувствуете, как свою собственную силу. Или вы можете чувствовать, что вот этот проект, он у меня получится. И даже если вокруг еще тысяча каких-то неопределенностей, есть еще то, что нас как будто останавливает, тормозит. И тройка жезлов, и человек нам показан, посмотрите, он стоит в ожидании, как будто нужного момента, потому что он словно в гавани ожидает прихода корабля. Когда корабль зайдет в гавань, он запрыгнет и отправится. Вот такое где-то, ну или близкое, психологическое наше может быть состояние. И если мы говорим, что новое войдет, а вот совершенно кардинально что-то новое, это как применить свои силы в какой-то теме, может быть, это касается работы, и чаще всего это касается дела, работы, бизнес, деньги, все же это жезлы. С одной стороны вдохновение, с другой стороны огненная энергия, когда у нас достаточно будет сил осуществить какой-то проект или одним словом, это может быть и наш инсайт, но главное, это наше какое-то решение. И словно пространство нам помогает. Какие неожиданности? Что-то у вас осуществится. А в неожиданностях паш Пентаклей. Марафонский забег. Я не могу сказать, что неожиданности. Скорее всего, весы. Вы будете просчитывать все детально. Где-то детально, насколько понятно это возможно. И будете отдавать приоритет только тем делам, отношениям, что может для вас послужить какой-то, знаете, с одной стороны базой, надежностью, каким-то оплотом, цитаделью. И второй момент – на долгие годы. Вот нет каких-то неожиданностей, хотя рядом у нас туз жезлов, значит, если мы сами словно принимаем решение, нам пространство будет помогать, может быть, будет сводить с нужными людьми. И, кстати, по этой карте, как будто даже если мы будем нуждаться в деньгах, найдется человек, который нас поддержит. И если мы будем нуждаться в каком-то добром совете, у нас тоже найдется единомышленник, который нас поддержит. И если мы будем нуждаться в том, что оформить какие-то документы, может быть, появится в нашей жизни человек, который тоже как-то нам будет помогать. Он не будет, понятно, все эти люди за нас не будут делать то, что мы должны сделать сами. Но то, что будут встречаться как помощники, знаете, вот так бывает. Может быть, бескорыстные какие-то совершенно помощники. По этой карте это тоже проходит. И именно в тот момент или период времени, когда это нам необходимо. И есть возможность изменить свое окружение по этой карте. У кого-то проиграются вопросы, связанные с детьми, с обучением детей. Но тогда словно... Может быть, даже через ваших детей жизнь заиграет новыми красками, с какими-то, словно, знаете, перспективы вроде для детей, но занимаясь ими вопросами, у кого-то так может проиграться, вы сами изменитесь, вы для себя что-то новое увидите, откроете, или же какая-то тема вас может заинтересовать. Какое-то хобби вы можете начать развить и монетизировать даже, мои дорогие весы. И такое по этим картам возможно. Какое-то важное решение, которое может быть вот как та самая метаморфоза, неожиданно, но на долгий период времени. Что будет радовать за период ретроградного Меркурия вас, мои дорогие весы, по мнению карт? Будет радовать то, что вы прочувствуете словно собственную силу, собственные возможности, много вдохновения. Но определенно с чем-то в каком-то одном фарватере мы должны словно плыть. Мы не можем распылять свою энергию, все-таки семерка. И она нам с одной стороны говорит о возможных паузах, задержках, да и самим-то нам говорят, не торопись. Поэтому, с одной стороны, что меня будет радовать? Меня будет радовать первое, какой-то неспешный период жизни. Нет какой-то синкопы, это раз. И второй момент, меня будет радовать, если я точно с чем-то определюсь. Не буду где-то, да, как будто одновременно на двух стульях. Ну, у нас тут аж 7 кубков показано, но с чем-то одним словно определиться, а остальные сферы жизни для вас подтянутся. Это будет радовать, когда в нашу жизнь мы внесем больше порядка и определенности. Что нам будет помогать? Давайте, мои дорогие весы, узнаем.
до конца года. Правда? Какие-то вот то, что я говорила по предыдущим картам, как люди, которые нас могут поддержать, например, да, где-то с деньгами, может быть, даже для кого-то один человек. Это не значит, что нам будут постоянно какие-то субсидии. Но ведь бывает такая патовая ситуация, когда вот в моменте здесь и сейчас нужна сумма денег. И значит, мы найдем выход, ну, будет у нас такой человек. Или, допустим, мы хотим осуществить какой-то проект, продумываем, ищем возможные варианты, проигрываем какое-то сотрудничество, словно так, ментально. И здесь в тему, в помощь приходят какие-то новости, информация, как будто будет вам врываться в вашу жизнь и давать какие-то подсказки. Будет помогать умелая работа с информацией, быстро откликаться, нам это тоже будет помогать. Мы что-то не сможем отложить на потом. Если мы расслабимся, то тогда может все пойти наперекосяк, или мы упустим время, мы упустим шанс. С одной стороны, искусственно мы не ускоряемся, но если мы видим, что что-то действительно вот по восьмерке жезлов, это как 8 жезлов, летят буквально, неожиданности есть момент, и скорости тоже по этой карте. И если что-то подобное приходит в нашу жизнь в виде человека, в виде информации, все же больше про информацию нам карта говорит, мы должны на это как-то отреагировать сразу же. Не думать, что, допустим, если нам поступило предложение, я подумаю до завтра, а завтра этого предложения может не быть или что-то изменится. Куй железо пока горячо. И если пришла, допустим, какая-то новость, которая вам позволяет какое-либо дело осуществить, значит, буквально в тот же момент нужно действовать, не отложить на потом, и это нам будет все помогать. Что нам может помешать, мои дорогие весы, в период ретроградности Меркурия осуществить что-то? Знаете, с одной стороны, когда нам захочется все бросить и где-то так в свою скорлупу закрыться. С другой стороны, когда мы не захотим, или, может быть, у кого-то это со страхом будет связано, отправиться или принять какие-то перемены, ну, аллегорически говоря, отправиться в это самое будущее. Не захотим увидеть, что перемены, они вокруг вас существуют. И нам захочется что-то удержать из прошлого. Если мы буквально не сумеем развернуться к каким-то прежним событиям и сказать, что ну да, это именно отправная точка отсчета, и я иду вперед. Если у нас не хватит сил душевных, может быть, с чем-то согласиться или на что-то решиться, то нам это тоже может помешать. Где-то может помешать та мысль, что, ну, нет перемен, и я сейчас просто что-то себе надумал или надумала, а в реальности оно все успокоится, и какой-то прежний ритм потом продолжится. Это нам будет мешать. Не будет, как раньше. Нам придется идти вперед. Вот так. Какие двери будут открыты перед вами, мои дорогие весы? Давайте узнаем до конца 31 декабря, до конца года. Какие вы откроете сами? Король мечей – это ваша карта. Это те, которые вы как желание, мечту, цель, намерение поставите. Любая дверь будет открыта. Хотите, вы можете по этой карте быть, допустим, востребованным специалистом или экспертом в любой области, занять в нише иерархии какую-то должность. Если вы захотите, вы каким-то своим волевым и интеллектуальным одновременно решением кардинально можете изменить свою жизнь. Вы сможете вот в такого хладнокровного и одновременно как будто всевидящего и всеуправляющего человека превратиться. Какие вы поставите, повторюсь, цели, те двери вы сумеете открыть. Для вас не будет ничего невозможного. Все, наверное, барьеры только в нашем сознании. Ваша карта выпадает. Какие двери будут открыты? Те, которые вы сами себе наметите. Что я смогу осуществить? Такой вопрос. Ну, понятно, что вы сможете, мои дорогие весы, осуществить до конца 2023 года. И в чем Уран нам помогает? Но нас снова возвращает карта к вашей энергетике и паш мечей. Для кого-то может проиграться, как вы сумеете помочь кому-то из своих детей. Правда. Вот конкретный вопрос с детьми может быть на повестке дня. Но это еще, что я смогу осуществить? Видимо, придется, с одной стороны, первое, принять ту обстановку, которая сложилась.
быть достаточно хладнокровным для того, чтобы увидеть обстоятельства вашей жизни. Третье. Где-то логически просчитать, как вот эту новую реальность я могу переложить или использовать в своей жизни. И четвертое. Найти какую-то необходимую информацию, как бы с чего я должен начать или что я должен добавить к своим действиям, чтобы у меня осуществился какой-то мой проект или мой старт, или мой трамплин в 2024 год. Видеть какую-то истину и правду, и тогда вы откроете те двери, которые вы сами себе наметите. Нет ничего невозможного, посмотрите. И надо сказать, ни одного старшего аркана. Когда выпадает старший аркан, это значит как раз обстоятельства непреодолимой силы вас словно разворачивают или кружат в каком-то водовороте. А здесь нет. Здесь нам говорят о том, что вы управляете от начала до конца любой ситуации, мои дорогие весы. Есть возможность расслабиться и ничего не делать. Период достаточно до конца года, относительно не турбулентный нам обещается. Но, видимо, такое время вам дается для того, чтобы вы собственную перезагрузку совершили и взяли какой-то прыжок квантовый в 2024 год. Давайте мы с вами посмотрим помесячно, какова энергетика с учетом ретроградного Урана. Сентябрь. Да, вам действительно захочется расслабиться. В сентябре будут деньги. Это карта эгоиста, когда вы можете прочувствовать, а зачем мне вообще что-то делать? У меня сейчас все прекрасно. Относительно, я понимаю, конечно. А у кого-то и очень хорошо. Большая прибыль. Или эти деньги, как гонорар, для людей, которые занимаются творчеством. Даже те деньги, которые задерживались, вы их получите. Мы здесь собой довольны. Нам кажется, что все вернулось на круги своя. И, в принципе, для кого-то это может быть как монотонный период жизни, а для кого-то, когда я могу расслабиться, не суетиться по этой карте, действительно, когда у меня все как-то идет гладко, и я доволен финансами. Поэтому наверное, нам и говорит карта, что ты не расслабляйся, если расслабишься. Перемены мы не отменим, но ты выпустишь какое-то время. Но сентябрь для вас, мои дорогие весы, предположительно перспективен. Октябрь. А вот в октябре тут могут выйти вопросы отношений, и это карта страсти, и вопросы денег. Как раз по 15-му старшему аркану дьявол. Вот эти две сферы наиболее активно проигрываются. Тут мы что-то хотим осуществить. И если у нас предыдущий период, когда мы довольны, здесь мы можем почивать где-то на лаврах или думать, что правда все вернулось на круги своя. Я сейчас все смогу вот так спокойно перевернуть и где-то сложить какой-то пазл в свою пользу. Какая-то самоуверенность нам может из сентября перейти на октябрь и словно помешать, потому что когда мы в себе слишком уверены, именно слишком, перестаем допускать, что перемены вокруг нас продолжаются, значит, мы можем что-то прошляпить, чего-то не заметить. И по 15-му аркану дьявол великий шутник. Он, когда чувствует, что мы ему словно так на удочку попались, он начинает с нами свои метаморфозы или какую-то свою игру, в которой мы можем запутаться. Поэтому не делать ничего чересчур. Но если мы говорим, что вы четко понимаете, что вы хотите достичь, то тогда 15-й старший аркан нам говорит о том, что у вас хватит физической силы, физической формы осуществить какой-то свой проект. И при условии, что вы будете достаточно хладнокровны, именно хладнокровны, не реагировать эмоционально на любую ситуацию, а сначала ее так, знаете, пропустить словно через логику, то тогда у вас осуществятся любые проекты, пойдут в рост, и также увеличение доходов как раз по финансам в плюс будет проигрываться 15-й старший аркан. У кого-то это может быть и знакомство, страсть, мои дорогие весы, сильное чувство, и с этим тоже вам придется как-то уравновешивать свои эмоции. Вот таким октябрь видит карты. Ноябрь с ретроградным Ураном, десятка кубков, прекрасная карта, карта счастья, карта внутреннего баланса, карта баланса и внешнего с внутренним тоже, благополучия, когда у нас все есть. И есть повод для радости, есть повод для того, чтобы самого себя похвалить. Вот здесь себя побаловать. У кого-то это может означать переход отношений на другой уровень. Или новые грани, как будто мы друг в друге, если уже сложившийся союз, мы можем увидеть. Какая-то
знаете, прежняя история, но все равно с каким-то новым вдохновением. Ну, что может быть лучше? Полный баланс по всем сферам жизни. Так видит на ноябрь. А что для нас? Это все ретроградный Уран. Как будто способствует для вас вот такую складывающуюся энергетику, мои дорогие весы. Поэтому использовать такое время не для того, чтобы где-то расслабиться, да, а для того, чтобы сделать для себя самого что-то очень важное. И чем же ознаменуется декабрь? С ретроградным Ураном, королева Пентаклей. Это та, которая из хаоса создает порядок, и вам надо отстроить свой порядок. Вот здесь все под контролем. Здесь как в балансе наши мечты, планы и королева Пентаклей, вот этот райский сад с павлином, с какими-то удивительными цветами, она создала своими руками. Вот какой-то итог вы сможете при правильной расстановке сил и собственного отношения к себе самому, понимаете? Тут ведь все как будто от внутреннего какого-то посыла вашего идет. Когда поверить, что я все могу, и для кого-то это может отчасти означать дела семейные или какая-то личная жизнь. Для кого-то это ваша популярность, может быть. Но это уже все то, что построено на каком-то благополучии. То есть есть какой-то материальный базис. Это есть уже как цитадель наша, и ее можно применить в любой сфере жизни, и в финансах, можно и в личной применить, как теплый уютный дом, надежные друзья или надежное мое близкое окружение, может быть, да, и одновременно можно и на бизнес перевести, когда я осуществляю свои мечты, у меня и бизнес-рост, и в то же время есть какой-то прогресс. Во всех сферах жизни, правда, какой-то порядок. Вот мы к нему приходим в конце года, и как будто вам, мои дорогие весы, Уран как раз помогает. Да, значит, если мы начинали наше видео с периода с 22 января по 18 августа, вот те вопросы, которые вы закладывали или, может быть, сами пытались решить, вы переложите на какой-то другой уровень или переведете, или есть возможность что-то изменить в своей жизни так, чтобы это было в гармонии с теми изменениями вокруг нас в обстоятельствах и с новым качеством жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.